Всем привет, дорогие наши зрители! По комментариям к прошлому сюжету мы поняли, что одного видео в месяц вам маловато. Сегодняшний внеплановый сюжет мы сняли быстро и как бы между дел. Приглашаем всех прогуляться вместе с нами по Иерусалиму. Бросим легкий взгляд на пешеходную улицу Аль-Роф-Мамила-Авеню. Торговый променад Мамила – удачное завершение самого длительного долгостроя Израиля. Приятное место для прогулок жителей и гостей города. Открыли его в 2007 году. Хотите что-то купить? Заходи, призывают нарядные витрины. Вкусно поесть? Пожалуйста. Послушать музыку? И это не проблема. If I saw you in heaven, would you help me stay? Daughter, if I saw you in heaven, must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here. А может, вам хочется окунуться в историю? И это вы сможете. Пройдя по улице 600 метров, вы перед стенами старого города. Здесь настоящее встречается с прошлым. Явские ворота, пожалуй, самый популярный вход в Старый Иерусалим. Звуки виолончели, возгласы прохожих и торговцев, гиды, группы туристов. Все как всегда. Мирная жизнь кипит, и в больнице, забывшей свое предназначение, пробиваются солнечные лучи. Отель «Империал» – один из старейших отелей Иерусалима, расположенный в здании XIX века, принадлежащем греческой патриархии. Дорогие друзья, мы сегодня решили пройтись немножко по улицам старого города и сделать такую живую зарисовочку для вас, как выглядят его улицы в воскресный день. И мы вот повернулись здесь прям в сердце христианского квартала. Немножечко пройдем по улочкам извилистым старого города и покажем вам, что мы здесь видели интересного. Хорошо, мы подходим к католическому комплексу Латинской патриархии. Здесь прямо примыкает к стенам старого города комплекс Латинской патриархии. Вот вы видите. Здесь замечательные ворота. Внутри елочка. Я вижу, внутри есть елочка. Красивые ворота за мной, датировки 1874 года. А внутри елка. Давайте посмотрим. Посмотрите, какие кованые, шикарные ворота. Я полагаю, что эти ворота, скорее всего, по стилистике были заказаны из Англии. Такой работы кованые ворота здесь не было мастерских, которые могли бы произвести. Скорее всего, это английские ворота. И внутри замечательный дворик с рождественскими мотивами. Вертеп, елочка, как положено.
Дворик украшают елка и вертеп, а улицу прекрасное растение – акация серебристая. До католического Рождества осталось еще 2 недели, но тем не менее атмосферу Рождества можно ощутить в старом городе. Ой, как интересно, смотрите, скульптура Божьей Матери прямо вот так на улице. А что мы интересного видим впереди? Сейчас откроем новую страницу. А видим мы необычный вход в дом. И дом уже готов к Рождеству. Давайте подойдем поближе. В этом доме на неделю Рождества поселяется Дед Мороз. Да-да, в Иерусалиме есть свой лицензированный Санта-Клаус. В Израиле есть 2 лицензированных Санта-Клауса в Хайфе и у нас в Иерусалиме. В этом доме на протяжении долгих лет живет семья Кассиди. И один из ее членов с детства мечтал, чтобы в Иерусалиме был свой Санта-Клаус. Когда он вырос, он исполнил свою мечту. В первый раз это случилось так. Он надел просто костюм и вышел в Рождество к стенам старого города. И произвел просто фурор. Все фотографировались, все радовались, бегали рядом. И тогда он решил исполнить свою детскую мечту. И окончил 2, представляете, 2 школы Санта-Клауса. Кто еще не знал, знайте, на Санта-Клауса нужно серьезно учиться и получить лицензию. И в Иерусалиме необычный Санта-Клаус. Санта-Клаус не на санях, у нас нет снега. Зато наш иерусалимский Санта-Клаус объезжает старый город не на коне, не на оленях, а на верблюде, представляете? И уже дом готов к приему гостей. У нашего Санта-Клауса есть почта. И вот в течение года сюда и сюда вы можете посылать свои письма, вернее, ваши дети. Живого Санта-Клауса пока мы еще не увидели, но рядом с его домом, посмотрите, уже стоит тоже Санта-Клаус. К сожалению, за решеточкой, но очень симпатичная фигура. Привет! Опа, не надо, не злись. В обычной повседневной жизни, не в дни Рождества, наш Санта-Клаус – это тренер по баскетболу Иса Кассиди. Вот, можно увидеть. Посмотрите, какой проход между 2 домов. А куда мы, собственно говоря, идем? Мы идем к новым воротам, чтобы там тоже посмотреть на наряженную елку. Вообще уже в Израиле нарядили все елки, и в Хайфе, и в Яффа. Ну и мы вышли посмотреть на наши иерусалимские елки. У нас тоже есть несколько мест, где можно их увидеть и почувствовать атмосферу Рождества, Крисмаса. И привычная нам к Новому году апельсины. А здесь они не на столе, а прямо на дереве. Вдруг кто-то хочет самостоятельно добраться, то, войдя в новые ворота, вы идете прямо до вот этого указателя. И указатель о чем нам говорит? В какую сторону направляться к дому Санта-Клауса. Ну и самая главная рождественская улица старого города прямо от новых ворот. Посмотрим, что там происходит.
гирлянды уже готовы, елка готова. Магазины наряжены, кафе тоже. В общем, уже чувствуем рождественскую атмосферу в старом городе. Хочешь поиграть? Давай! Я решил попробовать, работает оно или нет. Звук уличного рояля оставляет желать лучшего. Блюз в старом городе. А эта композиция родилась прямо здесь и сейчас. Сейчас мы переместимся из старого города и пойдем посмотрим, что интересного находится в окрестностях. Выходим из города через новые, самые молодые ворота Старого Иерусалима, открытые в самом конце 19 столетия. А идем мы с вами к Нотр-Дам в Иерусалиме, то есть комплексу Иерусалимской Божьей Матери, основанной когда-то французами, французскими католиками. Красивый стильный коридор ведет к замечательному комплексу. Когда-то французские паломники, попав в это место, решили построить целый город. И таким образом возник целый комплекс под названием Нотр-Дам Иерусалим, то есть Иерусалимской Божьей Матери. И здесь каждый год наряжается елочка. Интересно, продолжится ли традиция в этом году? Давайте посмотрим вместе.
О, елка уже есть. Давайте поднимемся поближе к елке и посмотрим эту красоту. Видите, слева от меня замечательная елка Нотр-Дам. Нотр-Дам в Иерусалиме. Вот сейчас я к ней подхожу. Посмотрите, какая нарядная. Просто здорово. Каждый год комплекс Нотр-Дам наряжает вот такую замечательную елку. А ночью она еще и светится разными иллюминациями и так далее. Очень красиво. Ну, удивительно видеть елку при таком оптимистичном ближневосточном солнце. Температура примерно плюс 16-17 градусов. И, конечно, ощущение зимы сложно вот здесь представить себе по эмоциям. По ощущениям, скорее всего, это такая бархатная осень. Прекрасная погода для экскурсий, для путешествий. Просто погулять по святому городу Иерусалиму. А знаете, вот здесь, на самой крыше, можно сказать, открывается потрясающая панорама на весь Иерусалим. И там есть ресторан. Не знаю, как насчет кухни, я там не бывала, но я слышала, что панорама просто великолепная. Ну и радостно, конечно же. Елки, блеск, золото, красные шары. Отличная атмосфера. А солнце это вообще, ближневосточное солнце, тепло, настроение прекрасное. Нотр-Дам – это буквально наша дама. Так в средние века называли Деву Марию и посвящали их храмы во Франции. Поначалу этот комплекс назывался Нотр-Дам-де-Франс. Комплекс для паломников строился 20 лет на пересечении 19 и 20 столетий. И это здание стало самым крупным строением Иерусалима того времени и одним из украшений Иерусалима. Посмотрите внимательно. Мадонна держит младенца не на руках, как принято, а на плече. Есть объяснение этой уникальности. Говорят, французы не могли смириться с тем, что крест на куполе Русского собора Пресвятой Троицы по соседству выше их постройки. Подняв младенца на плечо, французы эту проблему решили. Ларису не оторвать от цветущих зарослей алоэ. Ну что, продолжим? Мы прошли уже значительную часть пути и движемся мы в сторону Инки, где есть еще одна елочка, а несколько деревьев напротив дают нам легкий осенний пейзаж. Это одна из фешенебельных гостиниц Иерусалима. Цитадель Давида. Пойдем дальше.
Обратили внимание, что все здания, и новые, и старые, практически одного цвета. Это придает городу особый стиль. В 1918 году, в самом начале периода британского мандата, утверждая план по развитию Иерусалима, ввели городской закон, по которому все здания должны быть облицованы иерусалимским камнем. Закон действует и по сей день. Новое дорожное кольцо с фонтаном появилось совсем недавно. Сейчас мы перейдем дорогу, еще хотим обратить ваше внимание на один из объектов, который находится по пути. Практически мы уже дошли к зданию Имки, но чуть позже, буквально 2 минуты, подойдем к крылатому льву. Работы Руслана Сергеева. У нас был фильм «Город и львы», и мы показывали эту работу. Вот он, крылатый лев. Работа известного скульптора, выходца из Беларуси, Руслана Сергеева. Ну как вам не показывать такого интересного льва? Кстати, лев — это, да, символ Иерусалима, он находится на гербе Иерусалима. Это символ колена Иуды. И вот он красуется здесь, в центре современного Иерусалима. Зеркала ловят лучи солнца, переливается. В общем, довольно-таки красивая работа. Скоро вы увидите очень любопытное здание, известное всем жителям Иерусалима, как башня Имки. Что же это за Имка такая? Давайте разбираться, давайте посмотрим. Позади меня вы видите известный фешенебельный отель города Иерусалима King David. Это одно время он считался самым дорогим отелем в городе. Но сейчас его обогнал Вальдорф Астория, совершенно новый отель. Тоже бывший палас, фасад был взят в его основу. Так вот, King David тоже пользуется определенной популярностью у некоторой части гостей города. Да, красиво это все освещается ночью. Вот такие синие таблички обозначают краткий анонс истории некого здания, которое вот историческим является наследием Иерусалима. И возле всех таких зданий мы видим, очень здорово, что вот сделали такой муниципалитет, работал. И, как мы видим, здесь Министерство по туризму, некая правительственная организация, развитие Иерусалима и мэрия города, конечно. А вот здесь замечательная программа рождественских мероприятий. Что мы видим? У нас 24-го рождественский концерт вечером. 24 декабря, да? Рождественский сочельник. Потом с 22-24 мероприятие для детей. А 27 ноября, где зелененьким обозначено, было водружение и зажжение огней на елке. То есть елку поставили
напротив Имки в Иерусалиме еще аж 27 ноября. Ничего себе! Здорово! Так, получается, ярмарка прошла уже с 8 до 10. И детский фестиваль с 22 по 24. Все приглашены. Замечательно. И накануне католического Рождества вечером здесь будет мероприятие и для детей, и для взрослых. С рождественским рынком, с елкой, с появлением Деда Мороза и прочее, прочее. С музыкой классической. Давайте посмотрим, а что же за елочка в Имке? Ой, какие ангелы. Как, наверное, тут ночью красиво. Но мы ночью тоже снимем для вас. Итак, я захожу во двор Имки. Что мы здесь видим? Красивую елочку. Давайте обойду ее. Как это ночью красиво. Мы уже снимали здесь с Ларисой в прошлом году. А днем не снимали. Аббревиатура ИМКа в переводе с английского обозначает Христианская международная организация для молодежи. И вот они каждый год организуют здесь рождественский рынок, сочельник и так далее. Мероприятия для детей и взрослых. И доминирующим центром притяжения всех этих мероприятий становится, конечно же, рождественская елка. Мы уже не раз уделяли внимание этому месту и ночью, и днем. Но вот сегодня тоже нам возникло такое настроение посетить это место. Когда же был этот комплекс построен? В 1933 году. В 1933 году возник весь этот огромный комплекс, который жители Иерусалима называют просто Имка или башня Имки. С башни Имки открывается чудесный вид. Да, здорово, конечно, здесь. На колокольне Имки высотой в 50 метров почти 90 лет назад установили карельон из 36 колоколов. Колокольню посвятили английскому королю Георгию V. Этот карельон единственный не только в Израиле, но и на всем Ближнем Востоке. Вес самого большого колокола – 1,5 тонны, самого маленького – 8 килограмм. Играть на этом инструменте нелегко, это сложное искусство. И долгие годы карельон Имки оживал в игре профессора психологии Еврейского университета Габи Шефлера. В этом году в рождественский сочельник колокола Имки, возможно, пробудятся вновь. Конечно, вы это увидели и поняли. Израиль не может похвастаться роскошью рождественского убранства. Но мы рады и тому, что есть. Дорогие друзья, такой легкий, быстрый репортаж, что называется, на раз, два, три. Мы сегодня сняли, это наш первый опыт такой. Попробуем почаще выходить, но полегче снимать. Скажите, нравится вам такой формат или нет? Ну и, конечно же, мы придем еще сюда, в это здание, и ночью, и придем сюда днем для того, чтобы рассказать непосредственно о самом здании, потому что здесь, конечно же, история очень большая, обширная. Но это уже другой репортаж. Прощаемся с вами, до свидания, до скорых встреч. Дорогие друзья, всем крепкого здоровья, хорошего настроения и до следующих встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Также приглашаем тех, кто хочет помочь нашему каналу, стать спонсором, или можно одноразово сейчас нажать кнопку «Супер спасибо». Это новая функция YouTube, я забываю уже несколько сюжетов о ней сказать. Просто нажимаешь кнопку и поблагодарить авторов можно. Всем огромный привет из Святого Града, Иерусалима. Ну, ощущения зимы нет никакого. Скорее всего, или весна какая-то, или такое легкое лето. Просто замечательно. Делимся этими эмоциями, этим впечатлением и этим хорошим настроением со всеми вами, дорогие зрители.